Вот это английский. Сегодня мы будем с вами читать, как вы уже видите по названию, книги о Генри. Одну секундочку, вот она, эта книга. Точнее не книга, а одна из историй. Это вот большое собрание его историй, адаптированных на английском языке. Называется Witches Loves. Вот это слово, это множественное число от слова love, буханка. Давайте запишем его. Love, буханка. Получается, witch это ведьма, witches loves. Ведьмины буханки. Буханки ведьмы. Пока что звучит слишком загадочно, но потом мы поймем, что именно это значит. Miss Martha Meckham had a small bakery. У мисс Марты Мекхэм была маленькая булочная. Baker – это пекарь, тот, кто печет. Bakery – это булочная или же хлебная, лавка, где продаются хлебобулочные всякие вкусности. Давайте запишем. Bakery. Так, мне надо, чтобы одним и тем же шрифтом все было, а оно почему-то другим. Ну ладно, ничего страшного. Bakery. Давайте посмотрим. Да, пекарня булочная, как я и сказал. Пекарня или булочная. Так, Miss Martha Meckham had a small bakery. У мисс Марты Мекхэм была маленькая булочная. She was neither very rich nor very poor. Она была ни очень богатой, ни очень бедной. То есть она не была ни такой, ни такой. Вот эту конструкцию neither nor давайте запишем. Кажется, она у нас тоже когда-то была. Neither, я просто вот увеличу, наверное, вот так, и все будет видно. Neither что-то там, nor что-то еще. Ни. И есть похожая конструкция, это Стас Рыбаков. Добрый вечер. И вам тоже добрый вечер. Кстати, сейчас нужно чат вывести. Нет, все, чат работает, все хорошо. Neither nor – это ни. И еще есть похожая конструкция either or. Это либо. Вот. Есть ни, а есть либо. Neither nor – не то. Either or. Либо то. И вот смотрим. She was neither very rich nor very poor. Она была ни очень богатой, ни очень бедной. Ни такой, ни такой. She had $2,000 in the bank. She had, она имела $2,000, $2000 in the bank, в банке. И полностью прочитаем первый абзац. Miss Martha Meckham had a small bakery. She was neither very rich nor very poor. She had $2,000 in the bank. Читаем второй абзац. Miss Martha was 40 years old. Мисс Марте было 40 лет. She had a kind heart and only 2 of her teeth were false. She had a kind heart. У нее было доброе сердце. And only 2 of her teeth were false. И всего лишь 2 из ее зубов were false. False вообще дословно неверный переводится. Короче, мы можем перевести «не хватало ей всего лишь 2 зубов». Вот так. Короче, была еще красавица для 40 years old по тому времени. Так, здесь мы можем заметить фирменный юмор о Генри. У него все рассказы, на самом деле, такие с юморком, и этот рассказ тоже. И развязки, как правило, такие необычные и интересные. Поэтому, я думаю, вам очень понравится. She had a kind heart, and only 2 of her teeth were false. У нее было доброе сердце, и всего 2 из ее зубов были... только 2 зуба выпали у нее. Although she was still unmarried, she hoped to get married sometime. Хотя she was still unmarried, она была все еще незамужней, married – это замужняя, да, unmarried –
не состояла в браке. Unmarried. Приставка un, мы помним, это как не замужняя. Лейсан Назмуддинова. Добрый вечер. И вам тоже добрый вечер. И да, всем остальным тоже. Всем добрый вечер. Кстати, скажите, музыка на фоне не перебивает ли мой голос? Меня всегда это очень сильно волнует, потому что я сам музыку не слышу, вот, и не знаю, как вам, хорошо или плохо слышно меня. Читаем дальше. Although she was still unmarried, she hoped to get married sometime. Хотя она все еще была не жената. Нет, все отлично. Хорошо. She hoped to get married sometime. Она надеялась выйти замуж когда-нибудь, в какое-то время. Sometime. Читаем третий абзац. 2 or 3 times a week, a customer came in to buy some bread. 2 or 3 times a week. 2 или 3 раза в неделю. A customer. Клиент. Вот это слово было у нас в позапредыдущем подкасте. Customer. Custom – это привычка, традиция. Customer – это клиент. A customer came in to buy some bread. Клиент заходил to buy some bread. Купить немного хлеба. Имеется в виду не то, что у нее всего один клиент был, а что вот про этого клиента сейчас речь пойдет. He was a middle-aged man with a beard, and he wore glasses. He was a middle-aged man. Он был мужчина среднего возраста. А middle-aged, как бы средневозрастный по-английски будет. Middle-aged man. Мужчина среднего возраста with a beard, с бородой. And he wore glasses. И он носил очки. Давайте запишем это словосочетание. To wear glasses. Носить очки. Носить очки. Так. И едем дальше. Рассказ большой у нас сегодня. Очень. Не знаю, может быть, часть его оставим на следующий подкаст, может быть, все разберем. Как вы вообще не засыпаете, там нормально? Потому что у меня еще есть силы. Но все равно расслабьтесь, особо голову не напрягайте, просто вникайте, слушайте. Потом уже выучите все слова, которые я вам дал. Пока что старайтесь просто уловить общую суть истории. Soon, Miss Martha began to take an interest in him. Soon, вскоре, Miss Martha began to take an interest in him. Начала, дословно, take an interest, брать интерес, или же интересоваться in him, в нем, или интересоваться ним, да, правильно я сказал? Или им, неважно, едем дальше. He spoke English with a strong German accent. He spoke English, он говорил по-английски with a strong German accent, с сильным немецким акцентом. Его одежда were old, была старой. Обратите внимание, что по-русски мы говорим одежда в единственном числе, одна одежда, а здесь во множественном, потому что если бы была в единственном, то было бы was. Запомните, обратите внимание на этот момент. По-английски одежда как одежды. Знаете, вот раньше говорили по-русски. Его одежды влачились по земле, например. Его одежда была старой, но чистой. And he had good manners. И у него были хорошие манеры. He always bought 2 loaves of stale bread. He always bought. Он всегда покупал. 2 loaves, 2 буханки of stale bread. Stale – это старый, или же, знаете, как хлеб называют, который не первой свежести. Stale, давайте посмотрим. Черствый, вот оно то слово. Stale bread, давайте запишем прямо это словосочетание, чтобы его запомнить. Stale bread, черствый хлеб. Да. He always bought 2 loaves of stale bread. Он всегда покупал 2 буханки черствого хлеба. Fresh bread was 5 cents a loaf. Свежий хлеб был 5 центов за буханку. Видите, как передается в английском за, просто
5 cents a loaf. 5 центов буханка. Да, вот нету вообще слова «за», оно пропущено, не как в русском. 5 cents a loaf. 5 центов буханка. Stale bread was 2 loaves for 5 cents. А черствый хлеб был 2 буханки за 5 центов. The customer never bought fresh bread. Клиент этот никогда не покупал свежий хлеб. Once Miss Martha saw red and brown stains on his hands. Once... давайте я вот так буду помечать предложение, которое я читаю, чтобы вам было видно. Once Miss Martha... Однажды мисс Марта saw red and brown stains on his hands. Красные и коричневые пятна на его руках. Ну или красно-коричневые, можно так перевести. Запишем слово stain, это пятно. Stain. Пятно. She was sure then that he was an artist and very poor. She was sure then, она была уверена тогда, that he was an artist, что он был артистом, вы могли подумать. Но нет, это слово будет переводиться чаще всего художник, потому что art – изобразительное искусство, и тот, кто занимается вот этим art, он не артист, а именно художник, он рисует. Она была уверена тогда, that he was an artist, что он был художником, and very poor, и очень бедным. Слово artist тоже, я уже на самом деле это объяснял, поэтому, если вы этого не помните, советую посмотреть мои предыдущие видео, обычные, там, новостные и чтение мое, и там обязательно вы найдете, где я говорю эту вещь. Следующее предложение. She was sure he lived in a cold room where he painted his pictures. She was sure, она была уверена. He lived in a cold room, что он жил в холодной комнате, where he painted his pictures. И теперь полностью. She was sure he lived in a cold room, where he painted his pictures. Следующее предложение. He ate stale bread and thought of the good things that were sold in Miss Martha's bakery. He ate stale bread, он ел черствый хлеб, and thought of the good things, и думал о хороших вещах, that were sold in Miss Martha's bakery, которые продавались в булочной мисс Марты. Так, выделим дальше. When she sat down to dinner or had tea and jam, she used to think of the poor artist with good manners and feel sorry for him. When she sat down to dinner, когда она садилась за ужин, или садилась ужинать, or had tea and jam, или же пила чай с джемом, she used to think, она думала. Вот это used to конструкция, тоже я отдельным уроком даже ее, кажется, разбирал. Это что ты делал раньше что-то, а теперь это перестал делать. В общем, просто указание на прошлое время, грубо говоря. She used to think, она думала of the poor artist, о бедном художнике, with good manners, с хорошими манерами, and feel sorry for him, и чувствовала дословно жалость за него. В общем, жалела его, ей было его жалко. When she sat down to dinner or had tea and jam, she used to think of the poor artist with good manners and feel sorry for him. Далее. Так. Выделяем. She wanted to share all the good things she had with the well-mannered man. She wanted to share. Она хотела разделить или же поделиться. All the good things she had. Всеми хорошими вещами, которые у нее были. With the well-mannered man. С, дословно, хорошо манерным мужчиной. Или же мужчиной с хорошими манерами. Well-mannered. Давайте выпишем тоже. Прям со словом мужчина. Well-mannered man. Это не значит, что женщина не может быть well-mannered. Это просто я так делаю, потому что мы встретили именно в таком варианте. Одну секунду. Копировать, вставить. Почему-то не вставляется. Наверное, потому что выделено предложение.
Все. Well-mannered man. Мужчина с хорошими манерами. Следующее предложение. I have told you already that Miss Martha had a kind heart. I have told you already. Я сказал уже вам, а already это уже, that Miss Martha had a kind heart. Что у мисс Марты было доброе сердце. Доброе сердце у нее было, поэтому она так переживала за этого бедного, как она думала, артист, художник, как она представляла, что он ест черствый хлеб и мечтает о хороших вещах, которые продаются в ее булочной. One day she brought from her room a picture that she had bought many years before. One day, однажды, she brought from her room a picture. Она принесла из своей комнаты картину that she had bought many years before, которую она купила многими годами ранее, то есть много лет назад. With its help, she hoped to find out whether the man was really an artist. With its help, с ее помощью, she hoped to find out, она надеялась выяснить, find out, выяснять, whether the man was really an artist, был ли мужчина действительно художником. Слово whether тоже встречалось, оно переводится как ли. В русском языке мы ставим ли, идет ли он с нами. Вот пример, который вы видите сейчас на экране. Я не знаю, наверное, он плохо виден, потому что маленьким шрифтом, но тем не менее. Давайте я его вот тут выпишу. I asked whether he was coming with us. Я спросил, пойдет ли он с нами. Вот посмотрите, где в русском языке употребляется ли. Пойдет ли он? То есть после coming, да, вы бы поставили его интуитивно, если бы вы не знали на самом деле, где это ли ставится. А в английском я спросил, ли он идет с нами. Видите, ли стоит ближе к началу предложения, в то время как у нас после действия пойдет ли он с нами. А в английском даже перед деятелем ли написано, ли он идет. И здесь то же самое, видите, у нас, которую купила много лет назад, и теперь описывается картина. Так, венецианский, вроде как, Venetian, да. It was, сейчас я выделю. It was a Venetian scene. Это была венецианская сцена. Ну, сцена, пейзаж, там, я не знаю, как на картине это называется. There was a beautiful palace in the picture. Gondolas. Просто сделаю отдельный ролик на эту тему. Но так вообще, да, пока что запомните, что ставится перед тем, про кого говорится. There was a beautiful palace in the picture. Там был прекрасный дворец на картине. Gondolas. Гондолы. Ну, это лодочки, знаете, такие узкие. Young ladies. Молодые леди. The moon and the stars. Луна и звезды. She hung the picture on the wall of her bakery so the artist could notice it. She hung the picture. Она повесила эту картину on the wall in her bakery. На стену в ее булочной. So that the artist could notice it. Так, чтобы художник заметил бы ее. Так, стоп. 2 days passed. 2 дня прошли. The customer came in for bread. Клиент зашел за хлебом. 2 loaves of stale bread, please. 2 буханки черствого хлеба, пожалуйста. Ну или вот видите, пожалуйста будет please, но здесь человек, который говорит, явно другой национальности, и он говорит, не умеет выговаривать нормально п в слове please, и говорит please.
То есть, ну вот как потом, по-моему, будет сказано, это немец. То есть, видимо, у немцев проблемы с произношением буквы «П», и у арабов на самом деле такая же точная. У них просто нет буквы «П», поэтому они не знают, как ее говорить. У них только «Б». Поэтому здесь вот так передается вот эта культурная, как бы сказать, культурная особенность этого customer, покупателя. 2 loaves of stale bread, please. 2 буханки черствого хлеба, пожалуйста. You have here a fine picture, madam, he asked, taking the bread from her. You have here a fine picture, madam. У вас здесь хорошая картина, мадам. He said, сказал он, taking the bread from her, забирая хлеб у нее. Ну, как бы принимая от нее хлеб. Miss Martha was very happy to hear these words. Мисс Марта была очень счастлива слышать эти слова. Do you think it is a good picture, she said. Вы думаете, это хорошая картина? Сказала она. Так. И он отвечает. Что мне как-то плохо выделяется в этот раз. Вот так сделаем. Well, he said, the palace is not so good. The perspective is not true. Good morning, madam. He took his bread and left. Well, he said, ну, сказал он, the palace is not so good. Дворец не так хорош. The perspective isn't true. Перспектива неверная. Ну, короче, кривовато нарисовано. Good morning, madam. Доброго вам утра, мадам. He took his bread and left. Он взял свой хлеб и ушел. Вот, кстати, не знаю, по-русски как-то вроде не скажешь, да, доброе утро, когда уже поговорил с человеком, да, то есть мы говорим это как приветствие скорее. А в конце предложения, мне кажется, по-русски никто бы так не сказал. Yes, he must be an artist. Да, он должно быть художник. Miss Martha was sure of it now. Мисс Марта была уверена в этом сейчас. She took the picture back to her room. Она взяла эту картину обратно в свою комнату. How kindly his eyes shone behind his glasses. Как по-доброму его глаза сияли behind, позади his glasses, его очков. How clever he was. Как умен он был. He saw the perspective at once. Он увидел перспективу сразу же. And he has to eat stale bread only. И ему приходится есть черствый хлеб только. То есть ему приходится есть только лишь черствый хлеб. But artists often have to struggle before they become famous. But artists, но художникам, often have to struggle. Часто приходится бороться, страдать, там, не знаю, преодолевать сложности. Давайте запишем struggle. Так, уберем выделение и запишем struggle. Бороться. Сопротивляться. Что у нас тут еще есть? Стараться изо всех сил. Вот, хорошая. Изо всех сил. Думаю, русские, когда прощаются, говорят «доброе утро вам, до свидания» или что-то вроде этого. Ну да, вот как «доброго утра вам» мы можем так сказать действительно. Доброго вам утра. Не, мне кажется, мы, знаете, как сказали, «хорошего дня», наверное, вот так мы говорим. Да. But artists often have to struggle before they become famous. Но художникам часто приходится преодолевать сложности, трудности before they become famous, до того, как они станут известными. Давайте я целый абзац выделю просто. How she wanted to be of some help to him. How she wanted to be of some help. Как же она хотела оказать хоть какую-то помощь to him, ему. She wanted to keep house for him, to share with him all the good things she had in her bakery. She wanted to keep house for him.
Она хотела содержать дом для него. To share with him all the good things. Разделить с ним все хорошие вещи she had in her bakery, которые были в ее булочной. She was even ready to share her $2,000 with him. She was even ready, она была даже готова to share, разделить her $2,000 with him, ее $2000 с ним. Какой души женщина, видите? Абсолютно незнакомый человек, она готова отдать ему все деньги, содержать ему дом и все такое прочее. Поэтому вы сами понимаете. Можно считать, что это любовь. Time went on. Время шло. Sometimes he talked to her for a few minutes. Иногда он разговаривал с ней for a few minutes, по несколько минут. Ну или в течение нескольких минут. He bought only stale bread as before. Он покупал лишь черствый хлеб, как и раньше. He never bought a cake or a loaf of fresh bread. Он никогда не покупал хлеб или буханку свежего хлеба. She thought he began to look thinner. Она подумала, что он начал выглядеть тоньше, ну или худее. It was clear to her he didn't eat enough. He was starving. It was clear to her. Это было очевидно для нее. Clear вообще это ясный, чистый, там, кристальный. Для нее было очевидно. He did not eat enough. Он не ел достаточно. He was starving. Он голодал. Вот это слово запишем. To starve. Голодать. И starvation. Это голод. He was starving. Он голодал. How she wished to add something good to the stale bread he ate. How she wished. Как она желала. To add something good. Добавить что-либо хорошее. To the stale bread he ate. В черствый хлеб, который он ел. But she knew. Но она знала. Poor artists were proud. Бедные артисты были гордыми. Вот, о господи, даже я сказал артисты. Я просто поражаюсь. Это называется ложные друзья переводчика, кстати. Те слова, которые очень сильно похожи на русские слова, и у вас даже мысли не возникает в тот момент, когда вы переводите, что это может быть какое-то другое слово. Вам кажется, что это очевидно то же самое. But she knew, но она знала. Poor artists were proud. Бедные художники были гордые. And she was afraid to make him angry. И она боялась дословно сделать его злым, а так вообще разозлить его. Miss Martha began to wear her new dress. Я не выделил. Все. Miss Martha began to wear new dress in the bakery. Мисс Марта начала носить ее новое платье в булочной. She also bought some cold cream in order to make her face a little more beautiful. She also bought some cold cream. Она также купила немного крема для лица. Cold cream, дословно холодный крем, но имеется в виду косметический. In order to make her face a little more beautiful. С целью сделать ее лицо немного более прекрасным. One day, the customer came in as usual and asked for stale loaves. One day, однажды, the customer came in as usual. Клиент зашел, как обычно. And asked for stale loaves. И попросил черствые буханки. While Miss Martha was getting them from the shelf, the siren of a fire engine was heard. Ну, это сирена вроде. Siren, да. While Miss Martha was getting them from the shelf, в то время как мисс Марта доставала их с полки, сирена fire engine, дословно fire – огонь, а engine – двигатель. Fire engine – это пожарная машина. Сирена пожарной машины was heard,
послышалось. Давайте запишем fire engine. Так, опять не вставляется, потому что выделено здесь. Вот оно. Пожарная машина. Сирена пожарной машины была слышна. Послышалась, можно сказать. The customer ran... Сейчас, секунду. The customer ran to the door to look. Клиент побежал к двери посмотреть. Suddenly, a bright idea came to Miss Martha. Внезапно, яркая идея пришла мисс Марте. И тут начинается вся движуха. On one of the shelves, на одной из полок, there was a pound of butter. Был фунт, да, правильно я говорю? Фунт, да, 0,5 килограмм практически. Был фунт масла, she had bought in the morning, которое она купила утром. Короче, лежало полкило масла, которое она купила с утра. With her bread knife, со своим хлебным ножом, или с помощью ее ножа для хлеба, Miss Martha made a deep cut in each of the stale loaves. Мисс Марта сделала deep cut, глубокий порез, in each of the stale loaves, в каждой из черствых буханок. Then she quickly put a big piece of butter into each cut and pressed the loaves together again. Then, затем, she quickly put a big piece of butter. Она быстро положила большой кусок масла into each cut, в каждый разрез, and pressed the loaves together again. When the customer turned from the door, she was wrapping the loaves in paper. Когда клиент повернулся, turned from the door, she was wrapping the loaves in paper. Она заворачивала буханки в бумагу. Wrapping, давайте запишем. To wrap – это заворачивать, завертывать. Или какой-то... Вот, закутывать, заворачивать, обертывать, да. Закутывать, обертывать, заворачивать. А вот само слово wrapping – это упаковка. Интересное слово, и может вам когда-нибудь пригодиться. Типа сорвать упаковку, ну, на подарке новогоднем, который вам, надеюсь, подарят. Будет wrapping сверху, упаковка. Так что запомните это слово. И на этом интереснейшем моменте я предлагаю вам закончить на сегодня. Завтра вечером мы эту книжку дочитаем. Осталось совсем чуть-чуть.